Смотрите, какой красавчик получился тортик. Какая шикарная начинка. Для теста мне нужно муки 250 грамм, сахара 100 и масла 120. Масло я нарезала такими кусочками небольшими. Масло должно быть холодное, из холодильника. И теперь измельчаю руками в крошку. Добавляю сахар, перемешиваю его. Крошка готова. Теперь ее можно запечь в духовке или обжарить на сковородке. Что я и буду делать, разделив это тесто на 2 порции. На разогретую уже сковородку выкладываю половину теста, половину крошки. И слегка помешивая, обжариваю. Крошка уже готова. На среднем огне у меня ушло на это 5 минут. Где-то 5-6 минут достаточно обжаривать эту крошку. Просто на сковородке получается намного быстрее, чем в духовке. Первая партия крошки готова. Снимаю с плиты. Остается сделать только крем заварной пломбир. 3 яйца. Сахар 150 граммов. Ванилин. Кукурузный крахмал 3 столовые ложки. И сметана 500 грамм. Такая густая. Все надо тщательно перемешать. Поставить на плиту. Крем закипает. При постоянном помешивании довела крем до кипения. Он сразу загустел, закипел. И снимаю крем с огня. Сразу поставила его в миску с холодной водой, чтобы он перестал вариться. Накрыла пищевой пленочкой в контакт и даю ему остыть до комнатной температуры. 100 граммов сливочного масла комнатной температуры и заварная часть крема. Смотрите, какой он красивый. Он остыл. Масло и заварная часть должны быть одной температуры. Взбиваю масло до бела. Затем постепенно добавляю заварную часть. Крем готов. Он получился такой красивый, воздушный и очень-очень вкусный. Крем-пломбир. И он отправляется в холодильник на полчаса. Я подготовила форму для сборки торта. Дно от формы убрала. Форма 24 сантиметра диаметром. Бока застелила пленочкой. Смазала растительным маслом без запаха. Кремом наношу на дно, для того, чтобы крошка, для того, чтобы была сцепка крошки. Теперь идет первая партия крошки. Аккуратно распределяю. Распределила крошку, немножко утрамбовала. И теперь выкладываю крем.
И распределяю, чтобы он остался немножко горкой. Я распределила крем как бы такой небольшой шапочкой. Можно ровно распределить. И теперь крошку сверху посыпаю. Распределила крошку и чуть-чуть вдавила в крем. И торт отправляется в холодильник на ночь. Луна. Луна, сегодня торт пробовать не будем. Вот так. Вот. Хотим пробовать торт. Торт постоял ночь в холодильнике. И я открою форму. И очень простое украшение будет сверху. Кокосовая стружка. Смотрите, какой красавчик получился тортик. Какая шикарная начинка. И теперь можно попробовать этот шикарный тортик. Посмотрите, какая нежность. И как хорошо он держит форму. Я попробовала торт. Изумительная нежность крема с легкой хрустинкой крошки. Просто восторг. Вкуснятина. И именно вот такая сборка этого торта, мне кажется, самая удачная. Потому что здесь крем отдельно, слоями не перемешивается с крошкой. И ощущается все в полной мере. И крем, и хруст крошки. Волшебный торт. Мне кажется, этот торт намного вкуснее торта Наполеон. Попробуйте приготовить такой тортик, и вы не пожалеете, это точно. Вкусных вам и красивых тортиков!